Привет! Хочешь научиться делать эффект невидимки в After Effects, как в фильмах или клипах? Сегодня покажу, как просто скрыть человека из кадра и добиться интересного результата. Рассмотрим два варианта создания с использованием стандартных инструментов After Effects и с помощью стороннего плагина. Чтобы сделать такой эффект, вам понадобится видео, снятое со штатива, чтобы камера была неподвижной. Конечно, это можно сделать и с подвижной камерой, но тогда нужно будет делать клинап, убирать объект с футажа, и это уже немного другая история. Поэтому остановимся на варианте со статичной камерой. Поехали! Переходим в After Effects. Импортируем нужный нам футаж. Создадим композицию. Для этого я перетащу футаж вот на эту иконку. И создаться композиция со свойствами футажа. Вот такое видео у нас есть. Я ограничу длину 5 секундами. С зажатым альтом нажму правую квадратную скобку, обрежу этот слой на 5 секундах. Далее нажму клавишу N, сократив рабочую зону. И нажав вот здесь правой клавишей мыши, Trim Comp to Work Area, обрезать композицию по рабочей зоне. Теперь наша композиция имеет длину 5 секунд. Для того, чтобы сделать эффект невидимки, нам понадобится статичный кадр без самого объекта. Ну, в данном случае это человек. Мы выбираем любой кадр, пусть будет вот этот. Идем во вкладку Composition, сохраняем кадр как, файл, выбираем место, куда мы хотим его сохранить, и здесь стоит формат Photoshop. Сохраняем его и далее открываем этот файл Photoshop и убираем человека. Либо можно использовать сервис от Adobe Firefly, ссылку на него я оставлю в описании. Переходим на этот сервис, добавляем сюда нужную нам картинку, в данном случае это наш статичный кадр. Выделяем объект, который мы хотим удалить. И нажимаем удалить. Он предлагает три варианта, выбираем понравившийся и сохраняем. Далее переходим обратно в After Effects и добавляем в наш проект этот статичный кадр уже без человека. Если ты хочешь использовать такой же футаж, как у меня, то я уже подготовил для тебя футаж и чистый кадр. Скачать все это можно в моем телеграм-канале. Ссылку я оставлю в описании. Переходим в нашу композицию, закидываем сюда кадр без человека. Вот таким образом это выглядит. Выделяем слой с футажом, делаем прекомпозицию, Ctrl-Shift-C. Ставим галочку вот здесь, назовем ее рота. И с помощью инструмента RotaBrush отделим человека от фона. Перейдем в панель Tools и выберем здесь инструмент RotaBrush. Активируем его и два раза щелкаем на слой. Открывается новое окошко для работы с инструментом RotaBrush. Обратите внимание, я перейду обратно в композицию, чтобы здесь у вас стояло максимальное качество Full. Выберу обратно окно RotaBrush, поставлю на первый кадр, чуть-чуть приближу. Здесь, если я зажму Ctrl и буду двигать мышкой влево или вправо, то я могу регулировать размер кисти. Я выберу примерно вот такую. И теперь нажимаю левую клавишу мыши и просто выделяю нужный нам объект. Вот таким образом. Следовать точным границам не надо, он автоматически выделит наш объект. Вот мы видим фиолетовую границу, по которой After Effects будет обрезать объект. И мы видим здесь некоторые недочеты. Я также нажимаю левую кнопку мыши и довыбираю эти области. Здесь, здесь, руку, нога. Приближу и пройду чуть более точно по краям. Если он выделил что-то лишнее, то я зажимаю Alt и появляется кисть вот с таким минусом. Она становится красного цвета. Это значит, что будет происходить вычитание областей. И также нажимая левую кнопку мыши, я просто указываю, какие области необходимо удалить. Зажму Ctrl, сделаю кисть чуть меньше. Опять зажимаю Alt и выделяю вот эти области. И так я пройду по всему контуру. Теперь, когда мы выделили все максимально точно, можем нажать пробел и начнется просчет маски. В какой-то момент маска может слетать, он не всегда делает это четко. Вот, например, вот здесь мы видим недочеты. Я останавливаюсь на этом кадре, вот здесь я двигаю ползунок и зажимая Alt, я убираю эти области. Перехожу в следующий кадр и на следующем кадре он уже более точно определяет нужную мне область.
Далее нажимаю Page Up, Page Down, чтобы перемещаться между кадрами вручную. И нажму далее опять пробел. Таким образом, проконтролировав маску, вы можете найти какие-то участки с артефактами и исправить их. То есть просто останавливаетесь на кадре, который вам нужен, и добавляете, либо удаляете оттуда маску. Когда мы получаем результат, который нас устраивает, мы нажимаем кнопку Freeze, и он замораживает этот слой. Для того, чтобы постоянно не делать просчет этой маски. То есть он сейчас заморозит и будет в дальнейшем тратить гораздо меньше ресурсов, чтобы эту маску воспроизводить. Он уже не будет делать просчет покадрово. Я перейду обратно в композицию. Сейчас, если я отключу нижний слой, который у нас является фоном, то у нас останется только человек на прозрачном фоне. Мы можем подкорректировать маску вот этими настройками. Я чуть-чуть смягчу края, поставлю значение 10. Сузить эти границы. Я поставлю -2. Влиять как-то на контрастность границ. Я оставлю значение по умолчанию. И уменьшить шум на границе. Здесь я тоже не буду менять. Я снова включу наш фон. Выделяем слой с маской и делаем еще раз прекомпозицию. Ctrl-Shift-C. Окей. Теперь, чтобы сделать эффект невидимки, нам нужно использовать карту смещения, эффект Displacement Map. Мы выбираем нижний статичный слой и применяем на него эффект Displacement Map. Здесь мы выбираем слой с видео и отключаем его. И теперь, регулируя вот эти два параметра, мы настраиваем нужный нам вид. Вот мы видим, как происходит проявление объекта. Я нажму пробел. И мы видим, наш человек приобрел такую стеклянную текстуру. В какой-то момент могут начать проявляться вот такие артефакты. Исправить это можно, поставив галочку Wrap Pixels. В общем, здесь настраивайте значение, пока не получите результат, который вас будет устраивать. Displacement Map — это стандартный инструмент After Effects. Также я покажу вариант, который имеет более расширенные настройки и делает картинку чуть более качественной. Это сторонний плагин Displacer Pro, он бесплатный. Скачать его можно на сайте AE Scripts, либо у меня в телеграм-канале. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Я выделю эффект и удалю его. И на этот же слой я применю эффект Displacer Pro. Он имеет чуть более расширенные настройки, но суть такая же. Настраивая вот эти параметры Translate X и Translate Y, мы смещаем нашу карту. Здесь в Map Layer нам необходимо выбрать наше видео. И вновь настраиваем параметры, пока не получим результат, который будет нас устраивать. Также можно настраивать вот этот параметр вращения, также добиваясь каких-то эффектов. Я остановлюсь вот на таком варианте. Также вы можете добавить цветов в это искажение. Откроем вкладку Chromatic Aberration. И здесь можно добавлять хроматические аберрации. К примеру, как-то вот так. Но я этого делать не буду. Меня устраивает изначальный вариант. Также, если появляются какие-то артефакты, вы можете выбрать вот здесь Repeat. И он перекроет эти области. Я верну к предыдущим значениям. -19. И также мы можем немного улучшить качество самой границы вот этой. Для этого мы перейдем вот в эту вкладку и выберем здесь, например, 2х. Происходит такое сглаживание краев. Нажмем пробел и посмотрим, что получается. У Displacer Pro получается более такой мягкий результат. Теперь мы можем настроить сам эффект появления. Для этого сдублируем слой с видео, Ctrl-D, включим его и применим на него эффект Luma Key. Этот эффект удаляет изображение на основе информации о яркости пикселей, делает прозрачным светлые либо темные участки. Я выберу момент, когда хочу, чтобы начиналась прозрачность. Пусть это будет, например, вот здесь. Поставлю ключ на параметре Threshold, перейду на 15 кадров вперед и выкручу этот параметр. На этом выделенном слое нажму клавишу U, чтобы видеть наши ключи. Выделю их, нажму Ctrl-C, перейду к концу композиции и вставлю ключи Ctrl-V. Теперь при выделенных этих ключах я правой кнопкой мыши нажму на одном из ключей и выберу Keyframe Assistance Time Reverse Keyframes. Он инвертирует значение ключей, как бы перевернет их.
То есть, если на этих ключах у нас происходила анимация от непрозрачности к прозрачности, мы скопировали таким образом эти ключи сюда, с этими же самыми параметрами, то, сделав Time Reverse Keyframes, мы получили наоборот значение. Теперь первый ключ у нас прозрачный, а второй у нас возвращает непрозрачность слоя. Я выделю эти ключи и нажму клавишу F9, чтобы сгладить их. Посмотрим, что у нас получается. Вы можете настраивать эти ключи по своему усмотрению, то есть сделать анимацию длиннее, короче, либо настроить, может быть, график для них, но я оставлю в таком виде. И вот здесь мы еще видим, когда происходит переход, то такие резкие границы, как бы здесь пиксели видно. Смягчить эти границы можно вот этим параметром, добавив, я поставлю 0,8. Он немного размывает их. Вот такого результата мы добиваемся. Также хочу обратить внимание, что сейчас у нас на заднем фоне статичная картинка. На исходном видео у нас вот здесь происходило колыхание листвы, вот этой сквозь окошко было видно. Здесь мы этого не видим. Давайте устраним это. Для этого я выберу футаж, перенесу его в нашу композицию. На выделенном слое нажимаю инструмент Pen Tool и выделяю маску. Я отключу нижние слои, чтобы продемонстрировать. Вот таким образом мы обрезали наше видео. То есть у нас сейчас, если я нажму пробел, то мы видим, как вот здесь происходит колыхание листвы, чего раньше не было на статичном кадре. То есть мы накладываем вот этот участок видео поверх нашего человека и статичного кадра. Давайте добавим еще немного динамики в нашу композицию. Я переключу на инструмент Selection Tool и создам новый корректирующий слой New Adjustment Layer. И применю на него эффект Transform. Этот эффект позволяет нам изменять наш слой. Он как бы дублирует параметры, которые есть у каждого слоя. Вот здесь во вкладке Transform. Вот эти Position, Scale, Rotation, Opacity и так далее. Давайте добавим зум камеры. Перейдем вот на 12 кадр. Я поставлю здесь на параметре Scale часы. Нажму горячую клавишу U. Открою ключи на этом слое. Перемещусь примерно вот сюда и поставлю значение 120. Также сдублирую эти ключи, Ctrl-C. Выберу момент здесь для анимации зума. Вставлю их, Ctrl-V, и сделаю также Time Reverse. Сейчас момент, когда появляется прозрачность, у нас происходит анимация зума. То есть камера как бы приближается. Выделим эти ключи, нажму F9. Перейду в Graph Editor и настрою графики. Потяну примерно вот так. Сделаю зум более резким. И также можно еще добавить небольшой тряски камеры. Для этого я выберу этот слой Adjustment Layer и добавлю эффект S-Shake. Это сторонний плагин от BorisFX. Подсказку, как его установить, вы также сможете найти в моем телеграм-канале. И настрою анимацию для этого эффекта. Проанимируем параметры амплитуды и частоты. Я включу нулевое значение, чтобы этот эффект на данном кадре не проявлялся. Перейду вот на этот кадр. Также продублирую эти ключи с этими же параметрами. Перейду в промежуточный кадр куда-то примерно в середину. И здесь добавлю амплитуду. Поставлю 0,1 и посмотрю, как это будет выглядеть. В принципе, частоту мы можем не анимировать. Я выберу эти ключи и удалю их. Вот так выглядит чуть более интересно. Я сдублирую эти ключи, перейду в конец и также вставлю. Вот такую композицию мы получаем. Готово. Теперь ты знаешь, как сделать эффект невидимки. Поддержи видео лайком и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые визуальные фишки в After Effects. Загляни в мой телеграм, там шаблоны, советы и материалы, которые не попадают на YouTube. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.